Это самые вкусные помидоры, которые ты попробуешь. Ароматные, вкусные, сочные. В общем, не передать словами. Готовьте такие вкусные помидоры, такую вкусную закуску вместе со мной. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. Сегодня очень короткий выпуск, но он очень вкусный, сочный и ароматный. В общем, я вам покажу, как сделать из вот обычных помидоров, у меня свойские помидоры, очень наивкуснейшую закуску, которую можно подать как собственное блюдо, как полноценное блюдо, как салат. А также можно просто использовать как бутерброды, положить помидорчик. Это будут помидоры, приготовленные в ароматнейших специях. Короче, если вы так не пробовали, то обязательно готовьте вместе со мной такие вкуснейшие просто помидоры. Давайте же приступим. Я буду по ходу видео показывать, что мне для этого понадобится. Первым делом я нарезаю помидоры. В общем, берем помидоры, нарезаем их кольцами. Объясню, для чего это сделано. Вот такой вот толщиной я нарезаю помидоры. Просто для того, чтобы можно было использовать еще как для бутербродов данные помидоры. Если же вы не собираетесь использовать это все для бутербродов, то их можно нарезать квадратиками, там, треугольничками, как хотите. Но я советую вот именно приготовить так. Так гораздо вкуснее. Отрезаем вот эти вот ненужные плодоножки, там откуда росли помидоры, и нарезаем их кольцами. Все помидоры. Помидоры старайтесь набирать вот такие вот ароматные, сочные внутри. Посмотрите, насколько же хорошие помидоры в этом году у меня получились. Просто мясистые и очень вкусные. Класс. Друзья, если же вы берете, старайтесь взять максимально сочные помидоры. От этого будет зависеть вкус и аромат данной закуски. Сразу же скажу, кто не любит помидоры, кто не любит базилик, кто не любит чеснок, мимо. Видео не для вас. Сразу же, наверное, надо было сказать это в самом начале видеоролика, потому что здесь будет чисто базилик, здесь будут помидоры и здесь будет много чеснока. В общем, берем базилик, свежий обязательно, и просто в труху его измельчаем. Прям измельчаем. Он должен быть очень мелко порублен. Здесь, в общем, он отдает просто наивкуснейший аромат помидорам. И базилика, и чеснока надо взять побольше. Прям смело берем и еще. И начинаем измельчать. Чеснок 8 головок отправляем в ступу и хорошо здесь перемалываем. Если нету ступы, то чеснок пропускаем через чеснокодавилку, либо же через терку. Нарезать не надо, потому что нам надо весь аромат от чеснока получить. Теперь в ступу отправляем итальянские травы. Все это хорошо также вместе перетираем, чтобы специи отдавали свой аромат. И также добавляем сюда оливковое масло. Оливковое масло очень хорошо помогает раскрытию всех специй. И в нем чеснок и специи становятся более ароматные. Теперь все специи отправляем к базилику. С маслом. Вот представляете, какой здесь аромат стоит? Вообще класс. Добавляем сюда соль. Друзья, если же у вас помидоры с кислинкой, то надо добавить немного вот сюда сахара. Если же наоборот они чересчур сладкие, то можно добавить сюда лимона, либо даже лайма попробовать добавить. И это будет очень вкусно. Добавим еще немного сюда оливкового масла. Смотрите, вот какая вот обмазка для помидоров ароматная должна у вас получиться. Отлично. Ну а теперь отправляем
все помидоры в глубокую тару, где вам будет удобно это просто все перемешать. И отправляем сверху вот эту вот заправку, базиликово-чесночную ароматную приправу. Все хорошо здесь, теперь будем перемешивать. Аккуратно, чтобы помидоры не повредить, просто хорошо здесь все перемешивать вместе с этой приправой, чтобы помидоры пропитались таким вкусным и сочным ароматным соусом, вот который мы приготовили, заправку для помидоров. Все хорошо перемешиваем. Все, друзья, и такие помидоры мы оставляем на 2 часа просто в холодильник, чтобы они напитались вот этим вот ароматом чеснока, базилика, специй, масла. Не переживайте, сока помидоры дадут, и так что это будет все, можно сказать, мариноваться в собственном соку с ароматнейшими просто специями. Я понимаю, что пахнет очень вкусно и уже хочется съесть, но обязательно дайте настояться, напитаться. После этого обязательно пробуйте вот то, что у вас получилось. Вот можно положить на бутерброд под колбаску, либо же просто как салат подать к мясу. Это наивкуснейшее просто блюдо, вот которое, вот эта вот закусочка, она подойдет. В общем, друзья, отправляем на 2 часа, дальше я покажу, что у меня получилось. Это самые вкусные помидоры, которые ты попробуешь. Ароматные, вкусные, сочные. В общем, не передать словами. Готовьте такие вкусные помидоры, такую вкусную закуску вместе со мной. И прям не знаешь, какой помидор взять. У него такой обалденный аромат. Базилик, чесночок, масло, соль. Класс вообще. Я не могу передать словами. Он настолько сочный, настолько вкусный, друзья. Это класс, это бомба. Это лучшая закуска из помидоров, которую я когда-нибудь готовил, которую я когда-нибудь встречал. Друзья, в общем, берите хорошие помидоры. Обязательно, желательно свойские, либо же домашние, они гораздо сочнее. Готовьте себе такую вкуснятину. Вот такими вот колечками, почему я и приготовил. Можно положить на бутерброд, на батон, либо на хлеб. Сверху колбаски, огурчика, что-нибудь еще. Наивкуснейший просто бутерброд получится. Друзья, в общем, на сегодня я с вами попрощаюсь. Смотрите наши предыдущие ролики, смотрите наши следующие. Обязательно подпишись, ставь лайк, обязательно пиши комментарий. Ну и приготовь себе такие вкусные помидоры. До новых встреч, до новых видео. Пока.